Изучение 7000 английских слов. Демонстрация результатов изучения 1030 английских слов. Сейчас я прочитаю и переведу весь текст радиопередачи US National Film Registry at 6 Minute English from BBC Learning English. US National Film Registry. Национальный реестр фильмов США. Hello and welcome to 6 Minute English from BBC Learning English. Привет и добро пожаловать на 6 минут английского от BBC изучения английского. I'm Neil and with me today is Jennifer. Я Нил и со мной сегодня Дженнифер. Hi Neil. Привет, Нил. Now we are talking about films today. Итак, сегодня мы говорим о фильмах. Are you a film buff, Jennifer? Ты любитель фильмов, Дженнифер? A buff is someone who's very interested in a certain subject and knows a lot about it. Любитель – это тот, кто очень заинтересован в определенном предмете и много о нем знает. I do like watching films both at the cinema and at home, but I wouldn't really say I'm a film buff because I don't have a lot of knowledge. Мне нравится смотреть фильмы как в кинотеатре, так и дома, но я бы не сказала, что я фанат фильмов, потому что у меня мало знаний. What about you, Neil? Что насчет тебя, Нил? Likewise, I do enjoy the cinema, though Hollywood movies aren't really my favorite. Точно так же я наслаждаюсь кино, хотя голливудские фильмы не совсем мои любимые. I do like a good art-house film, though. Хотя мне нравится хороший артхаусный фильм. The movies we are talking about in today's program aren't any old films. Фильмы, о которых мы говорим в сегодняшней программе, это не любые старые фильмы. We are talking about the United States National Film Registry. Мы говорим о Национальном реестре фильмов США. But before we get into that, I have a quiz question for you, Jennifer. Но прежде чем мы перейдем к этому, у меня есть вопрос викторины для тебя, Дженнифер. Are you ready? Ты готова? Go on then. Давай тогда. Taking into account inflation, which is the amount money loses value over time, which film has made more money than any other in the history of cinema? Принимая во внимание инфляцию, а именно количество денег, потерявших ценность со временем, какой фильм принес больше денег, чем любой другой в истории кино? Is it A. Avatar, B. Gone with the Wind, or C. Titanic? Это А. Аватар, Б. Унесенные ветром или С. Титаник. That's a difficult one, but I think it will be Titanic. Это сложно, но я думаю, что это будет Титаник. I remember it coming out in the cinema around 1998, and everyone I knew would have to go and see it. Я помню, как он вышел в кино приблизительно в 1998 году, и все, кого я знала, должны были пойти и посмотреть его. So I think it must be that one. Так что я думаю, что это должен быть именно он. Well, we'll find out the answer to that at the end of the program. Что ж, мы узнаем ответ на это в конце программы. Now, before that question, I was talking about the United States National Film Registry. Итак, перед тем, как задать этот вопрос, я говорил о Национальном реестре фильмов США. Every year it adds about 25 titles to its list. Каждый год он добавляет в свой список около 25 наименований. The films aren't always famous blockbusters and sometimes haven't been seen for decades. Фильмы не всегда являются известными блокбастерами и иногда не смотрятся десятилетиями. That's true, the films aren't always famous blockbusters. A blockbuster is usually an American film which makes lots of money. Это правда, фильмы не всегда являются известными блокбастерами. Блокбастер – это обычно американский фильм, который приносит много денег. But the films do have this in common. It's been decided that they are all of lasting cultural, historical and aesthetic importance. Но в фильмах есть что-то общее. Было решено, что все они имеют долгосрочное культурное, историческое и эстетическое значение. Yes, the US National Film Registry has decided that all the films are of lasting cultural and historical importance for the United States. Да, Национальный реестр фильмов США решил, что все фильмы имеют долгосрочное культурное и историческое значение для Соединенных Штатов. They are also beautiful and artistic, so they are of aesthetic importance. Они также красивы и артистичны, поэтому они эстетического значения. Here's more from the BBC's arts reporter Vincent Dowd. Здесь больше от BBC репортера по искусству Винсента Дауда. 70 years on, the US National Film Registry has placed it on its list of historically important American films. 70 лет спустя Национальный реестр фильмов США поместил его в этот список исторически важных американских фильмов.
The list's been going since 1989 and around 25 titles are added annually. Список составляется с 1989 года и около 25 наименований добавляется ежегодно. In part it's to ensure they get the highest level of preservation, not really a problem with the much re-released Disney classic. Отчасти это обеспечивает им получение наивысшего уровня сохранности, что на самом деле не проблема для большинства переизданной диснеевской классики. But even well-known films sometimes need securing for posterity. Но даже хорошо известные фильмы иногда нуждаются в организации защиты для потомков. That was the BBC's arts reporter Vincent Dowd. Это был репортер BBC по искусству Винсент Дауд. He was talking about Bambi, which is 70 years old, but it's just been added to the registry's list, although the list was started in about 1989. Он говорил о Бэмби, которому 70 лет, но он только что был добавлен в список реестра, хотя этот список был начат приблизительно в 1989 году. Bambi's an animated film. Бэмби – это анимационный фильм. You know, Jennifer, I think it was one of the first films my parents took me to see, so for me, anyway, it's of historical importance. Знаешь, Дженнифер, я думаю, что это был один из первых фильмов, на который мои родители взяли меня на просмотр, так что для меня в любом случае он исторического значения. Do you remember what you thought of it at the time? Ты помнишь, что ты думал об этом в то время? Well, for those listeners who haven't seen it, Bambi is a little deer who becomes orphaned, meaning its parents died. Ну, для тех слушателей, которые его не видели, Бэмби – это маленький олень, который стал сиротой, то есть его родители умерли. I was tiny, but I loved it and learned important lessons from it about grief, family and friends. Я был крошечным, но я любил это и выучил важные уроки о горе, семье и друзьях. Grief is a feeling of great sadness. Горе – это чувство большой печали. Well, perhaps I better watch it. Что ж, пожалуй, мне лучше посмотреть его. What? You mean you've never seen Bambi? Что, ты имеешь в виду, что ты никогда не видела Бэмби? I can't believe that. Я не могу в это поверить. You've got to go home and watch it immediately. Ты должна пойти домой и немедленно его посмотреть. Okay, I will, though it sounds like it might make me cry. Хорошо, я сделаю это, хотя, похоже, это может заставить меня плакать. I think there's no shame in crying about Bambi. Думаю, нет ничего постыдного в том, чтобы плакать из-за Бэмби. Now, luckily for you, Jennifer, the US National Film Registry helps to make such old films available to future generations by looking after them in the best way possible. К счастью для тебя, Дженнифер, Национальный реестр фильмов США помогает сделать такие старые фильмы доступными для будущих поколений, присматривая за ними наилучшим образом. As the reporter Vincent Dowd said, films get the highest level of preservation. Как сказал репортер Винсент Дауд, фильмы получают наивысший уровень сохранности. He says even well-known films need securing for posterity. Он говорит, что даже хорошо известные фильмы нуждаются в организации защиты для потомков. That's right, even famous films need to be made safe or secure for future generations of, as the reporter said, for posterity. Правильно, даже известные фильмы должны быть безопасными или надежными для будущих поколений или, как сказал репортер, для потомков. And let's just listen to that clip from the BBC's arts reporter Vincent Dowd once again. И давайте просто еще раз послушаем этот отрывок от репортера BBC по искусству Винсента Дауда. 70 years on, the US National Film Registry has placed it on its list of historically important American films. 70 лет спустя Национальный реестр фильмов США поместил его в этот список исторически важных американских фильмов. The list's been going since 1989 and around 25 titles are added annually. Список составляется с 1989 года и около 25 наименований добавляется ежегодно. In part it's to ensure they get the highest level of preservation, not really a problem with the much re-released Disney classic. Отчасти это обеспечивает им получение наивысшего уровня сохранности, что на самом деле не проблема для большинства переизданной диснеевской классики. But even well-known films sometimes need securing for posterity.
Но даже хорошо известные фильмы иногда нуждаются в организации защиты для потомков. That was the BBC's arts reporter Vincent Dowd talking about the film Bambi. Это был репортер BBC по искусству Винсент Даут, рассказывающий про фильм «Бэмби». Well, we had a look at the list to find out which films were on it before the latest 2011 editions. Ну, мы посмотрели список, чтобы узнать, какие фильмы были в нем перед самыми последними дополнениями 2011 года. And Jennifer has a few titles for us of films which caught her eye. И у Дженнифер есть для нас немного названий фильмов, которые поймал ее взгляд. Tell us about an early film memory. Расскажи нам о ранее упомянутом фильме. Well, an early film memory for me is E.T., which was made in 1982 and added to the registry in 1994. Что ж, одним из ранее упомянутых фильмов для меня является E.T., который был сделан в 1982 году и добавлен в реестр в 1994 году. It's about an alien which lands on Earth and befriends a young boy. Речь идет об инопланетянине, который приземляется на Землю и заводит дружбу с юным мальчиком. I like it because it's a real heartwarming tale of friendship and it's a great story. Мне он нравится, потому что это действительно трогательная сказка о дружбе и это отличная история. Anything else on the list you like? Что-нибудь еще из списка тебе нравится? The Sound of Music from 1965. Звуки музыки 1965 года. That was added to the registry in 2001. Он был добавлен в реестр в 2001 году. It's a musical about a nun that looks after a family and it's great fun. Это мюзикл о монахине, которая заботится о семье, и это очень весело. And then as a complete contrast, there's Psycho from 1960, which was added to the registry in 1992. И затем, как полный контраст, там есть «Псих» 1960 года, который был добавлен в реестр в 1992 году. It's a thriller and it's really scary. Это триллер, и это действительно жутко. Yes, it's absolutely terrifying, isn't it? Да, это совершенно ужасающе, не правда ли? Well, we've just got time now for the answer to the quiz question I asked you at the beginning. Что ж, у нас как раз есть время сейчас для ответа на вопрос викторины, который я задал тебе в начале. It was, taking into account inflation, which film has made more money than any other in the history of cinema? Он был такой, принимая во внимание инфляцию, какой фильм принес больше денег, чем любой другой в истории кино? Is it A. Avatar, B. Gone with the Wind, or C. Titanic? Это А. Аватар, Б. Унесенные ветром или С. Титаник? Well, I said I thought it would be Titanic. Ну, я сказала, я думала, что это будет Титаник. And you were wrong, I'm afraid. И ты была не права, я боюсь. The answer is Gone with the Wind, which didn't make as much money as Avatar, but if you take into account inflation, it has. Ответ – унесенные ветром, который не сделал так много денег, как Аватар, но если принять во внимание инфляцию, он имел. Thank you for joining us and listen to more 6-minute English from BBC Learning English. Спасибо, что присоединились к нам и послушали еще 6 минут английского от BBC изучения английского. Bye, пока, bye, пока.